Холо, тропиканцы! На связи Эль Адмен. В сегодняшнем ролике мы поговорим с вами о животном мире тропико. Часто ли вы задумывались о том, почему в игре представлены именно такие животные, каким образом они вообще попали в нашу банановую республику, чем вдохновлялись разработчики при их выборе? Ложитесь поудобнее в свой соломенный гамак, наливайте Куба Либре и приготовьтесь к погружению в тропиканскую фауну. Мы топор, мы остры, и мы вот-вот рубанем правду матку. Зарубежная географическая организация сняла художественный фильм о нашем острове. А теперь поздравление моему соседу Пабло, которого можно увидеть гладящим любимую ламу во вступительной сцене. Мир Тропика 6 наполнен как сельскохозяйственными животными, так и дикими обитателями джунглей. И зачастую они переплетены между собой, ведь какая-то часть животных была приручена из дикой природы, а прежде завезенные и одомашненные особи смогли сбежать из загонов, и ассимилировались в тропиканских дебрях. А начнем мы с коренных представителей фауны, которые населяли тропиканский архипелаг задолго до прибытия испанских конкистадоров. Воды Карибского моря, которое омывает со всех сторон тропику, являются домом для сотен разнообразных рыб. Однако игровые реалии гораздо меньше населены, а часть из морских обитателей в реальной жизни вовсе не обитают в этом море. В реальных Карибах плескаются 9 видов дельфинов и до 40 видов акул. В игре же они представлены по одному виду с каждой стороны, которые мне, по правде говоря, трудно идентифицировать. Если судить по игровым файлам, то в Тропика 6 мы можем найти аж 9 видов более мелких рыб. Например, эти обладатели яркого окраса называются рыбами-ангелами и обитают во всех тропических морях Земли. Чаще всего их используют в качестве аквариумных рыб. В пищу они практически не употребляются, так как зачастую от них можно заразиться сигуатерой – заболевание, вызванное попаданием в организм биологического яда сигуатоксина. Однако это не особо мешает тропиканским рыбхозам разводить их в своих производствах, в чем вы сами можете убедиться, построив один из них и приглядевшись в резервуары с водой. Всемирную популярность в качестве аквариумных рыбок рыбам-клоунам принес выход мультфильма «В поисках Немо». Их основной ареал обитания – воды Индийского и Тихого океанов. В Атлантике и тем более в Карибском море они не встречаются. Пищу их также не употребляют, однако это не мешает тропиканским рыболовным хозяйствам разводить столь причудливых рыбешек. В аквариумы или на разделочную доску они отправляются в дальнейшем, вопрос остается открытым. Полосатая крылатка, известная также как крылатка зебра или Red Lionfish, хищная и опасная рыба, достигающая до 1 килограмма в весе. В плавниках крылатки таятся ядовитые шипы, болезненный укол которыми вызывает судороги и паралич тела. При всем при этом пользуются большим спросом в рыболовном промысле, так как их мясо употребляют в пищу за счет своей нежности и приятного вкуса. Встречается в тропических водах у берегов Китая, Японии и Австралии, а в последнее время получила широкое распространение в водах Карибского бассейна. К сожалению, полосатая крылатка представляет собой серьезную угрозу для остальных видов коралловых рыб. По этой причине Эль-Президент и поручил выловить их всех из моря. Часть пойдет на ужин великого вождя, а другую оставят для разведения на будущие пиры. Рыба-попугай получила свое название не только по причине яркой окраски, но и причудливого рта, который напоминает клюв попугая. Любопытная и безобидная рыба, которая является основным санитаром коралловых рифов по всему миру. Рыба-попугай поддерживает рифы в чистоте, поглощая с кораллов налипшие водоросли и прочие органические лакомства. В пищу она вполне пригодна, но ввиду своей исключительной полезности в поддержании жизнедеятельности кораллов, буквально легких наших океанов и морей, их рыболовный промысел сведен к минимуму. Находиться в аквариумах рыбе довольно опасно, потому что в естественной среде обитания им жизненно необходимо стачивать свои мощные зубы от те самые кораллы. Тем не менее, рыба-попугай имеет место быть в Тропика 6, в том числе в водах резервуаров рыбхоза. Мясо иглобрюхов – деликатес в Юго-Восточной Азии. Оно ценится за свой вкус, но сам по себе иглобрюх представляет собой шипастый шар внутри и снаружи, пропитанный сильнейшим природным ядом нервно-паралитического действия. Готовящий их повар обязательно должен иметь диплом об окончании специальной школы, ведь неверно приготовленная рыба при ее поглощении приведет к страшной смерти.
Сами по себе иглобрюхи обитают во всех теплых тропических водах мира, потому и в мире Тропика 6 можно встретить столь удивительное существо. Их также разводят в рыбхозах, видимо в Тропика работает та самая специальная школа, но исключительно в недрах дворца Эль-Президента. Скаты обитают во всех морях и океанах и живут как в холодных водах Арктики и Антарктики, так и в тропиках на глубине до 2,5 километров. Некоторые виды скатов представляют опасность для людей. Отряд электрических скатов способен оглушить человека электрическим разрядом, а скат-хвостокол способен и вовсе убить человека своим ядовитым жалом. В пищу скаты употребляются, их крылья считаются деликатесом в Португалии, а в Корее их и вовсе любят есть в сыром виде. Еще скаты используются в промышленности. Их кожа долговечна и имеет необычную фактуру, что особенно ценится в производстве кошельков, ремней и сумок. Рукояти японских катан, кстати говоря, также обтягивались кожей скатов. Вместе с этим скаты в Тропика 6 обитают только в прибрежной зоне, не разводятся рыбхозами и не используются в промышленности. Любопытно, когда отдается предпочтение наиболее ядовитым и несъедобным рыбам вместо ценного ресурса как на столе, так и в мастерской. Рыбы-хирурги, как и ранее упомянутые рыбы-клоуны, также получили широкую огласку благодаря мультфильму «В поисках Немо». Свое название они заслужили благодаря острым, как скальпель хирурга, шипам по бокам. В спокойном состоянии они прижаты к телу, но в случае угрозы немедленно открываются. Раны на теле человека от такого природного скальпеля будут заживать довольно долго и болезненно. Обитают рыбы-хирурги в теплых тропических водах. С недавних пор популяция в Карибском море постоянно увеличивается. Мясо непригодно к употреблению, к тому же оно способно вызвать отравление сигуатерой, как при употреблении мяса рыбы-ангела. При этом они популярны при выборе питомцев в аквариум. В Тропика 6 вы можете встретить рыбу-хирурга как в открытом море, так и в резервуарах рыбхоза. Английское название спинорога triggerfish можно буквально перевести как рыба со спусковым крючком. Спинной плавник имеет 3 шипа, из которых первый является самым длинным. Второй шип служит уже замком. При опасности рыба расправляет плавник. Затем второй шип несколько смещается вверх, отчего первых 2 шипа фиксируются и становится невозможно сложить спинной плавник, не сломав шипы. Чтобы самой сложить спинной плавник, рыба должна опустить второй шип. Многие виды спинорогов съедобны и обладают хорошим по вкусовым характеристикам мясом. Но некоторые рифовые представители способны накапливать в своем организме яды из пищи и вызывать сигуатеру. В жизни населяют тропические и субтропические воды мировых океанов, в том числе коралловые рифы Карибского моря. Мир Тропика 6 также включает в себя население спинорогов, которые можно обнаружить в том числе в рыбхозах. Последней рыбой в нашем списке будет карп кои. В игровых реалиях он уникален тем, что не встречается нигде в природе или рыбхозах. Найти его можно только в специально отведенном водоеме на территории дворца Эль-Президента. Сами по себе это популярные в Японии декоративные одомашненные рыбы, прошедшие целых 6 селекционных отборов. Предполагают, что карп был завезен в Японию переселенцами из Китая. Японские крестьяне выращивали его в искусственных водоемах для употребления в пищу, так как мясо карпов является источником белка. Видимо, Эль-Президента не отстает от мировой моды и в свободное время занимается разведением столь причудливой рыбы у себя на заднем дворе. От водных обитателей тропика плавно переходим к земноводным. В качестве референса я выбрал фауну Кубы, которой с высокой долей вероятности вдохновлялись разработчики. В соответствии с этим дальнейший обзор на имеющихся в игре животных будет опираться на реалии животного мира острова Свободы. Единственный представитель земноводных в Тропика 6 – это крокодил. Если быть точнее, то скорее всего прообразом является либо острорылый, либо кубинский крокодил. Последний, в свою очередь, на сегодняшний день является эндемиком Кубы, хотя ископаемые останки на Багамах и Каймановых островах говорят о более широком ареале обитания в прошлом. Как бы то ни было, леса тропика также являются родным домом для этих рептилий. Примечательно, что настоящий ареал обитания кубинского крокодила ограничен болотом Сапата. Этот вид стоит на грани вымирания, а потому строго охраняется властями Кубы. Острорылые крокодилы спокойно чувствуют себя как в мангровых лесах, так и в морской воде. В мире Тропика 6 мы имеем возможность разводить крокодилов на соответствующей ферме, снимая с них шкуры и производя в дальнейшем кожаные изделия.
Будем надеяться, что Эль Президенте позаботится о восстановлении популяции этих зубастых милашек и не изведет всех особей на кошельки и сумочки. И сразу же поднимаемся ввысь. Предлагаю оторвать временно ноги от земли и изучить крылатых обитателей тропиканских лесов и озер. Розовый фламинго – дитя заката, а красный фламинго – дитя Карибов. Именно этот вид фламинго является самым крупным и ярким среди остальных. А также это единственный вид фламинговых, ареал которого не пересекается с ареалами других представителей семейства. На Кубе они распространены в основном в прибрежных зонах, а также возле болота Сапата, где делят площадь вместе с вышеупомянутыми кубинскими крокодилами. В Тропика 6 фламинго можно встретить как гордо прогуливающихся в дикой природе, так и около специального пруда для фламинго позади дворца Эль Президенте. Эти птицы внесены в Красную книгу, хотя в свое время их употребляли даже в пищу. Мясо по вкусу напоминает диких уток. Благо, в игре мы никак не можем использовать фламинго в своих корыстных целях. Морские чайки распространены чуть ли не по всему земному шару, в том числе и в Тропико. Какой именно вид изображен в игре, сказать сложно, но если опираться на ареалы обитания в жизни, то логичнее всего было бы добавить в игру смеющихся чаек. Название отсылает к их смехоподобному крику, а гнездятся они в основном вдоль морских побережий, в том числе Карибских островов. В игровых реалиях чайки просто кружат над тропиканскими лесами и полями, и кроме как в роли наполнения воздушного пространства ни в чем не задействованы. Единственный вид попугаев в мире Тропика 6 – красный ара. В реальной жизни они обитают в биогеографическом районе Неотропика, куда входит и остров Куба. Однако, судя по имеющейся информации, в Карибском регионе эти попугаи обитают в основном на островах государства Тринидад и Тобаго. Прежде на Кубе водился кубинский ара, близкий родственник красного ара, схожий по строению и окрасу. К сожалению, к концу 19 века все они вымерли, а виной тому как охота человека на них, так и природные бедствия. В файлах игры моделька попугая подписана как Scarlet Macaw, что непосредственно отсылает именно к красному ара. В древности индейцы использовали перья попугаев для оперения стрел, а мясо употребляли в пищу. В игре же они просто летают над архипелагом, и взаимодействовать с ними невозможно. Мы начинаем плавно переходить в раздел животных, которые с большей долей вероятности были завезены в Тропико человеком и никогда прежде не водились на Карибах. Одним из последних представителей птиц, которых мы рассматриваем в сегодняшнем ролике, будет павлин из семейства фазановых. Это роскошная по своей красоте птица, знаменитая пышным, распускаемым веером хвостом. В игре она встречается исключительно на территории дворца Эль Президенте, если в качестве украшения дворца выбрать павлиний сад. Настоящий ареал обитания павлинов ограничивается Юго-Восточной Азией и частично Африкой. Существует два азиатских вида – обыкновенный и зеленый. И как раз таки обыкновенный павлин был одомашнен человеком, благодаря чему мы с вами и можем наблюдать эту чудо-птицу на заднем дворе своего дворца. Никак иначе взаимодействовать с павлинами нельзя, хотя в реальности их мясо еще с давних пор употребляли в пищу, а перья использовали в виде украшений. Курица – самая распространенная домашняя птица, которая на сегодняшний день насчитывает более 20 миллиардов особей по всему миру. Считается, что прародиной куриц является Юго-Восточная Азия, откуда они затем начали свое распространение в Индию, Китай, а затем Древний Египет и Грецию. Развитие птицеводства на Кубе началось во времена колонизации Нового Света Испанской империей. В результате скрещивания потомства кур, привезенных испанскими колонистами из Европы с курами, привезенными на остров из испанских колоний в Азии, в середине 19 века на острове была выведена порода кур кубалайя. До Кубинской революции птицеводство на Кубе было сосредоточено лишь в частном секторе. Однако с введением США эмбарго против правительства Фиделя Кастро остров стал вопрос быстрой индустриализации и создания многоотраслевой экономики. И уже в 1959 году была создана секция птицеводства, которой было поручено развитие отрасли на промышленной основе. К середине 80-х на острове Свободы производилось свыше 106 тысяч тонн мяса птицы и 2,5 миллиардов штук яиц, а также началось разведение фазанов.
Однако с распадом Советского Союза и последовавшим разрушением торгово-экономических и технических связей в 1991 году правительством Кубы был принят пакет антикризисных реформ и введен режим экономии. Смею предполагать, что процесс развития птицеводства в Тропико происходил примерно по схожему сценарию. Колонизацией Тропико занималась также Испания, которая затем продала владение Англии, а революция 1949 года, которая показана во вступительном ролике Тропика 3, во многом отсылает на кубинскую революцию 1959 года. Вместе с этим разводить куриц в Тропика 6 не представляется возможным. В игре они лишь могут появиться где-то на острове, блуждая по заданной траектории, никак не реагируя на действия игрока. Примечательно, что мы можем встретить как самку, так и самца, петуха, а еще в файлах игры имеется моделька цыпленка, которого, к сожалению, я никак не смог обнаружить в игровом процессе. Если кто-то знает, где его искать и активирован ли ему вообще спаун, то отпишитесь в комментарии к видео. В чем основная разница между ламой и альпакой? Да в том, что лам используют в качестве вьючного животного, то есть для перевозки грузов на себе, а альпак растят ради их шерсти. И, кстати говоря, обитают что те, что другие исключительно в высокогорном поясе Южной Америки. Еще 1000 лет назад они были одомашнены индейцами Анд. Однако и в игровых файлах, и в самой игре упоминаются именно ламы. Шерсть лам в значительной степени уступает по теплоизоляции и мягкости шерсти альпак, из которой в реальной жизни создают теплую одежду и одеяло. В свою очередь из жира лам изготавливают свечи, а навоз используют в качестве топлива. Почему в Тропика 6 мы разводим на фермах именно лам? Загадка. В игровом мире ламы могут также встретиться свободно прогуливающимися по острову. Если на заднем дворе дворца Эль Президента установить загон для лам, то у нас появится возможность лицезреть уникальных лам-альбиносов, которые примечательны своей ярко-белой окраской, в отличие от стандартной текстуры ламы. Судя по всему, ламы попали в Тропико из-за пламенной любви команданта к этим очаровательным высокогорным млекопитающим. Прародина лошадей – Северная Америка, откуда во времена сухопутного перешейка на месте современного Берингового пролива они начали свое распространение по Евразии. В Северной Америке лошади вымерли к середине 6-го тысячелетия до нашей эры, прежде чем в ходе европейской колонизации в 16 веке они снова были ввезены. Полагаю, что появление лошадей в Тропико объясняется как раз таки все той же колонизацией и дальнейшим развитием популяции. В игровых реалиях с ними невозможно взаимодействовать, они никак не используются в хозяйстве, а потому обречены вырисовывать круги по прописанной в скриптах траектории. Удивительно, как разработчики не проработали этот момент. В колониальную эпоху тех же лам или лошадей можно было бы использовать в качестве вьючных животных, в то время как обычные работяги вынуждены на себе возить огромные тележки с грузом. В игре отсутствует общественный транспорт для ранней эпохи в виде колесниц, запряженных подходящими животными. Обычные грузчики на своих двоих доставляют товары по всему острову, зато так необходимые и более выносливые ламы и лошади будут безучастно бродить по острову в качестве украшения. Логика выходит из чата. Молочное животноводство на Кубе началось еще задолго до обретения независимости. Испанские колонисты привозили в свои колонии поголовье коз, овец и крупного рогатого скота. В свою очередь, кубинская революция и последовавшая эмбарго от США, как я упоминал ранее, сподвигла к масштабному реконструированию подхода к животноводству. Если ранее в Карибском регионе и водились родственники современных коров или козлов, то обнаружить их возможно только в виде ископаемых. В Тропика 6 фермы крупного рогатого скота дают нам мясо и шкуры, а овечьи фермы – шерсть с молоком, а разведение коз ограничивается только козьим молоком. Примечательно, что время от времени на карте можно внезапно обнаружить одиноко прогуливающихся коров, козла или овцу. Видимо, это сбежавшие на свободу прежде одомашненные животные. Взаимодействие игрока с ними не подразумевается. По легендам, первые свиньи на Кубе появились после того, как несколько свиней или поросят сбежали или были выпущены с кораблей экспедиции Христофора Колумба. Хотя более правдоподобной и логичной версией считается массовый завоз во времена конкистадоров. Как бы то ни было, часть из них все равно сбежала из неволи и одичала в местных джунглях, хотя с течением времени их популяция была заметно сокращена. И именно с момента колонизации Кубы Испанией и начинается история развития свиноводства на острове Свободы.
Опять же, интенсивное продолжение свиноводство получило в момент введения эмбарго Америкой. Для откорма животных использовали мелассу – сиропообразная жидкость темно-бурого цвета, являющаяся побочным продуктом сахарного производства. С добавлением мелассы готовят многие комбикорма. При гранулировании кормов ее используют как связующий ингредиент. В 1979 году правительство Кубы провозгласило курс на бережное потребление ресурсов и расширенное использование местного сырья и вторичную переработку отходов. В дальнейшем кубинскими специалистами была разработана оптимизированная рецептура корма для свиней на 33% состоящая из отходов, получаемых в переработке сахарного тростника. В сочетании с другими компонентами она позволяла эффективно выращивать свиней при экономии зерна. Судя по всему, таким же образом подразумевается развитие свиноводства и в тропико. В игре, помимо соответствующих ферм, свиней можно встретить в одиночестве, блуждающих по острову вдали от застройки. Со свиней мы можем добывать исключительно мясо, хотя в реальной жизни в легкой промышленности используется свиная щетина, а в сельском хозяйстве и костная мука. Мы подходим к финалу повествования. На рассмотрении остались самые популярные домашние животные человечества. Одним из них, конечно, является собака. Судя по модельке, скорее всего, это представитель Джек Рассел Терьера, охотничья собака, выведенная в Великобритании для охоты на лисиц. Еще одной собакой в игре является немецкая овчарка. Встретить ее можно только на заднем дворе дворца Эль Президенте, если выбрать в качестве украшения питомник с ними. Взаимодействовать с обеими породами нельзя, они служат исключительно в виде наполнения. Ну и куда же без кошек? Помимо сфинкса, кошку можно изредка встретить вольно гуляющей по владениям острова. Скорее всего, пушистый питомец сбежал от прежних хозяев и объявил себя королем тропиканских джунглей. С ним, как и с собаками, взаимодействий не предусмотрено. Подытоживая вышесказанное, хочу обратить ваше внимание на то, что большинство используемых моделей животных создано командой 3D RT, в частности те же свиньи, пресловутый цыпленок и даже кошка. Примечательно, что для свиней и крупного рогатого скота тем же разработчикам созданы модельки поросенка и теленка. Однако в игре они отсутствуют, возможно, прежним разработчикам Tropico 6 они показались необязательными. Хотя, согласитесь, было бы гораздо интереснее наблюдать за фермой, где помимо взрослых особей пасутся и маленькие детки. Надеюсь, вам было интересно узнать чуть больше об используемых животных и создании животного мира игры. Многие из них вызывают недоумение слабой проработкой взаимодействия с ними. Часть из них по логике вещей вообще не должна присутствовать, а каких-то представителей очень не хватает для живого и реалистичного наполнения. Уверен, многие согласятся со мной, что тех же овчарок можно было бы прикрепить к полицейским участкам в качестве подмоги полицейским. Либо же ввести в игру пчел для производства меда на пасеках. Пчеловодство исторически является одной из значимых отраслей сельского хозяйства многих карибских республик. Как считаете вы, каких животных не хватает в Tropico 6 и почему? Пишите свои мысли в комментарии, с удовольствием оценю каждое предложение. На этом видео подошло к концу. На связи был Эль Адмен. Все будет Tropico. Адьос. Всех вас обнимаю, особенно дам.